Всем привет! Ну что, продолжаем морозить, замораживать? Сегодня переходим на новый уровень, когда нужна не просто дополнительная морозилка, а очень вместительная морозилка. Литров так на 240-280, а еще желательно Snow Frost. О тройке таких до 13 тысяч я сейчас и расскажу. Уже с порога видим то, что я только что проанонсировала. Вагон объема и систему охлаждения No Frost. Холодный воздух постоянно блуждает по камере. Ледяные горы не растут, а разморозка не обязательно. Самое главное, что нужно для счастья. Кроме этого, только у West Frost есть внешний LED-дисплей. У остальных управление внутреннее. Здесь задавать температуру и режимы удобнее. То же самое хочу сказать и в адрес вот этой ручки. Хоть мне и не важно, где и в какой ориентации она посажена, большинство все-таки склоняется к вот такому виду, когда она снаружи, а не сбоку и утоплена в корпус. Ладно, хватит о внешности. Как эту морозилку первый раз увидела я? Человек, делающий много заготовок на зиму в 100-литровой морозилке холодильника. Вау! Да, я понимаю, что это не предел, есть еще больше, лари всякие. Вообще как погреб у бабушки в селе, но все равно. Я, привыкла тулить заготовки в 1-2 полки, постоянно что-то перекладывать, чтоб текущие продукты влезли. А столько места — мечта. И по большому счету это касается и остальных. Конкретно в этой модели 7 отделений. Полки, ящики, есть специальный бигбокс. В общем, есть где разгуляться. Если отложить эйфорию от кучи места, то в память врезались еще 3 особенности этой West Frost. Крутое качество сборки с 3 годами гарантии. Защита от перепадов напряжения, которой нет у других, поэтому их хорошо бы укомплектовать ею лично. И, наконец, Freezy Shield. Последняя вообще must-have технология для каждой морозилки. Вот в квартире, например, куда она идеально станет. Коридор, кладовка, балкон. Думаю, большинство выбрало бы балкон. Я тоже. Но нельзя. Вряд ли он отапливаемый. А при температуре ниже 10 градусов подавляющему количеству морозилок работать опасно для жизни. Ну или же они не запустятся вообще. Наверное, может еще и дальше от нуля, но смысла нет. В такой мороз проще уже выключить ее и просто открыть дверь. В общем, вы поняли, в плане выбора места установки простор огромный. Можно как на балкон, так и в другие неотапливаемые места. Летнюю кухню, веранду, гараж и так далее. Дальше морозилка от горения. У нее ключевые данные примерно такие же, как и у первой позиции. Кроме одного – объема. Тут 243 литра, а это на добрых 37 литров меньше, чем у West Frost. Но несмотря на это, места все равно много. И вот то вау тут я тоже испытываю, как владелец обычной 100-литровой морозилки. Управление у камеры электронное. Есть LED-дисплей для индикации температуры. Что касается окружающих условий, то эту морозилку в минус и неотапливаемое помещение нельзя. Она рассчитана на другие условия, которые обозначены всем существующим набором климатических классов. Морозильная камера от Beko снова выдает уже знакомый перечень Snow Frost с потреблением, уровнем шума, объемом и остальным. В этом плане камеры как будто подгоняют под один шаблон, чтобы выбирать было проще. Но шаблон классный, поэтому я только за. Хотя внутри все же есть то, что выделяется. Целых 8 отделений, на одно больше, чем у 2 других камер. Если продукты не габаритные, разнообразные, то здесь можно организовать немного больше порядка. Еще одно отличие заключается в управлении. Оно механическое. Минус это или плюс, не скажу. Знаю, многие ищут именно такой тип, потому что он более устойчив к перепадам напряжения и проще ремонтируется. Как и у West Frost, есть защита от холода. Тут она называется Freezy Guard и также позволяет морозилке работать при температуре воздуха вплоть до минус 15. Самое интересное, что когда я начала писать этот топ, цены на морозилки были в районе 13 тысяч гривен. Но за пару дней 2 из них упали почти до 12, а одна вообще до 11. Может, это временно, но на данный момент топ можно было бы переименовать в меньшую сторону. В этом диапазоне у камер есть много важных и нужных наворотов. В первую очередь объем, конечно, от 243 до 280 литров. Система охлаждения No Frost и защита от холода в некоторых моделях, которая позволяет им работать при минусовых температурах вне
отапливаемых помещениях. Напишите в комментариях, где уже поставили или планируете поставить морозилку вы. Там холодно зимой или работает отопление. Если видео понравилось, отметьте его лайком, подпиской на наш канал и нажатым колокольчиком. У нас регулярно выходит видео о бытовой технике и всяких вкусных и полезных темах. Пока!